А начнется наше приключение в 20 километрах от Домбая, в небольшом городке Теберда. Это уютное поселение, расположенное у подножия Кавказских гор на высоте 1280 метров над уровнем моря. Именно здесь живет наш герой Муслим. Холостяцкая ежда, она такая. Вот с утра мариную мясо, на вечер с работы приду, поем. Так курица, ничего такого нету. Курица, соль, перец, сметаны. Замариновать. Вкусно получается. Это удостоверение дедушки памяти депортации, 60 лет возвращения карачаевского народа на родину после депортации. А это вот дедодом. Раньше это дедушка с бабушкой дом построили, жили. Сейчас вот мы здесь живем. Как-то так. Что, поехали в Домбай на любимую работу. Клиенты уже ждут, надо двигаться. Давно ты здесь живешь, в Теберде? Ну, уже 7 лет. Так, здесь дедушка, бабушка, все отсюда, родом отсюда. Вырос в России, всегда тянуло меня сюда, в горы. Ну, как бы здесь хорошо. А ты родом, это отсюда же, отсюда да? Родом, да. Да, прямо вот отсюда. Уехать не планируешь? Нет, не хочу. Здесь нормально, Здесь да? все хорошо. Про Теберду что-нибудь скажешь? Сколько здесь людей живет? Там, чем в основном местные жители занимаются? 1005, наверное, население здесь. Кто туризмом, скотоводство. В основном туризмом, да? Да, туризм, да, и собирается здесь много трав всяких полезных. Пыльцу собирают люди. Чай Кто на что собирают, гораздо, да? чай, да, горный чай, вот. Хорошая индустрия тоже. Занимаются люди. А как пришел к работе гидом, инструктором? Спонтанно. Просто нравились горы, не знаю. Любил ходить, дядя приобщил. А твой дядя тоже, да, туризмом занимается? Да, он один из первых, кто начали возрождать здесь туризм в горах после развала Советского Союза. Вообще этот курорт самый древний на постсоветском пространстве. А я же правильно понимаю, что Домбай это как бы считается самое красивое место в Карачаево-Черкесии? Ну, на мой взгляд, да. Самые красивые хребты. Это место притяжения там, туристов. Каждый сюда хочет побывать и уже отсюда могут поехать в Архыз, еще куда-нибудь покататься. Ну а так, конечно, все сюда стремятся именно за видами. Все едут за видами летом. Очень много маршрутов туристических. Это дом прадеда моего. После депортации они когда вернулись на родину, в этом месте разместились, улицу. Он дал название улице. Я тоже на этой улице живу. Здесь такая особенность, что вот он канадский клен на территории, которому 600 лет. Вокруг этого дерева дом, да, построил? Да, рядом. Ну, тут они сначала, когда приехали, землянку вырыли, жили в землянке. А дом непосредственно уже мой дедушка строил. Ему тогда 15 лет было. Горы поднимались, они с братом рубили лес, строили дом. Они самые младшие были, и этим занимались они. А сейчас там живет кто-нибудь? Сейчас пока временно не живет никто. Чтобы этот выпуск был для вас не только интересным, но и полезным, по ходу видео я буду с вами делиться интересными локациями, в которых я остановился. И чтобы получше узнать про Теберду, я решил поселиться в этом поселке на ближайшие 2 дня. Вот как раз сейчас из моего окна вид на Теберду. Хочу вам показать домик, в котором я остановился. Это двухэтажный барнхаус, рассчитанный на 6 человек. Здесь у нас на первом этаже, видите, столовая. Здесь диван, который можно разложить. Кухня, на которой вы можете готовить. Поднимемся на 2-й этаж. Здесь нас встречают такие 2 прекрасные картины, сделанные в национальном стиле. И на 2-м этаже у нас 2 просторные спальни с двухместными кроватями. Посмотрите только, какой здесь вид из окна. На территории этой базы расположены уютные барнхаусы на разное количество человек. Друзья, это отличное место для семейного отдыха, компаний, пар. Если вы будете в Теберде, обязательно останавливайтесь здесь. Контакты будут в описании. Сейчас будем подниматься на гору Мусачтара, где, в принципе, у нас происходит катание. Подниматься будем на маятниковой канатной дороге, вот на этой, на высоту 2200. Подождем, пока наберется человек 25, будем подниматься. Сейчас что по-русски? У клиентов первое занятие, только стоит первый раз набор. А утром
Пришли в прокат, берем снаряжение, поедем на склон обучаться. А он то родственник? Все мы здесь, каждый чей-то... КЧР знаешь, как переводится? Каждый чей-то родственник. КЧР? Да, Карачаево-Черкесская республика, каждый чей-то родственник. Заур, а какое у тебя снаряжение часто берут, лыжи или сноуборд? Да, по-разному. Бывает день лыжников, бывает сноубордистов. Если в среднем посчитать, наверное, молодежь больше склонна к сноубордам. А среднее поколение, возрастное поколение больше склонно к лыжам. И эта тенденция в нашей стране. У нас сейчас подъем, бум на сноуборды пошел. Страна, откуда ее к нам пригнали, изобрели, грубо говоря, Америка. Все, уже отказывается от сноуборда, возвращается к классике, к лыжам. Нам это пока не светит. Я думаю, в ближайшие 10, 15, 20 лет у нас будет подъем на борды по востребованности, потом пойдет потихонечку к спуску. Ну, обычно так. А почему там отказываются? Классика. Классика, типа лыжи круче? Ты считаешь, что лыжи круче? Ну, вообще так нельзя говорить, что круче. Нет, на самом деле это вопрос предрасположенности. Вот ты катаешься, на чем тебе больше удовольствия приносит. Мне как прокатчику, как снаряд, больше нравится сноуборд. Как покататься, 1000000% лыжи, я ее ни за что на борт не поменяю. Ты на лыжах катаешься, да? Да. Ну, как бы я на том очень плохо-слабо, но по ощущениям я прям лыжник до мозга костей. Сегодня наш первый день катания на горе. Погода, видите, немножко такая затянутая, ветер сильный. Погода улучшилась, поэтому в экстремальных условиях делаем спуск с новичком с горы. Когда новичок впервые становится на сноуборд, кажется, что все просто – встал и поехал. Но на самом деле без правильной техники катание может быстро превратиться в череду падений и разочарований. Именно поэтому так важно заниматься с инструктором. Опытный тренер не только поставит правильную стойку и объяснит основу баланса, но и поможет избежать травм. С ним прогресс идет быстрее, а катание приносит удовольствие с первых спусков. Вы освоите базу уже через пару часов занятий. Говорю вам по своему собственному опыту. Друзья, после хорошей интенсивной каталки на горе самое время пойти и хорошенько расслабиться в бане. Здесь же в Теберде, рядом с нашими домиками, есть очень атмосферная классная баня. Сейчас я вам ее покажу. Пар помогает снять напряжение с мышц, улучшает кровообращение и ускоряет восстановление после активного катания. Горный воздух, горячий пар и контрастные процедуры – все это идеальное сочетание, чтобы восстановить силы и подготовиться к новым спускам. Недаром баня считается лучшим средством для расслабления после физических нагрузок. Друзья, к сожалению, кадры из парилки не прошли цензуру. Поэтому мы их пропустим. Перейдем сразу к завершающей части. После прекрасной баньки, горячий горный чай. Если будете в Теберде, захотите классно попариться, оставлю вам контакты в описании. Одна из фишек Карачаево-Черкесии – это лошади карачаевской породы. Сейчас мы заедем на конюшню. Здесь их, к счастью, в Теберде очень много разных, потому что здесь часто делают конные прогулки. И узнаем чуточку больше о этой породе лошадей. Лайк с тех, кто любит коней. Это что за красавец? Без карачаевской породы по кличке Иртыш. Как? Иртыш? Иртыш, сын Арафата, он же сирота, 11 лет, производитель конюшни Шам. Это ваш главный конь, да? Это наш производитель, да, один из производителей. 166 холки, скоростной находится, хороший шаг, дорожный инохоть, хорошо скачет, бегает, прыгает, дает отличное потомство. Сейчас он чуть худой, у него недавно были колики. А они вот этой породы кони все такие здоровые? Но не все, не все. Просто так выделился, да, один? Да. Ну, это производители почти все такие рослые, мощные. Сейчас чуть исхудавший, его этим овцом таким, скажем так, вместе разные не даем. А такого коня, если купить, сколько он стоит? Ну, на сегодняшний день, не знаю, меньше, чем за 1,5 мы его, например, не отдадим. 1,5 миллиона, друзья, за такого коня мощного. Почему вот карачаевская порода одной из лучших считается? За счет, наверное, своей неприхотливости. У
У них, во-первых, очень мягкая спина, когда едешь, аллюр, быстрый шаг, до 12 км в час. Быстрый шаг и находь, и скоростная, такая мягкая. Можно ехать до 25 км в час и пить чай на нем, тебя особо не трясет. Едешь мягко, удобно. Как на Мерседесе, да, едешь? Как на Мерседесе, да. Едешь, бывает, что в день за сутки километров 100 проезжали, к вечеру ты не уставший, ну, как на лекцию, скажем так. И за счет своей неприхотливости. Например, если в неделю в гору уехать, на неделю в горы, там, где уже заканчивается овес, все такое, другие кони начинают, ну, это начинает сказываться, а на этих, на подножном корме могут идти недели. С Муслимом интересно путешествовать по Карачаево-Черкесии, потому что его тут все знают. Еще один интересный факт про него. В 2021 году, когда в Домбае произошла трагедия, когда там сошла лавина, Муслим там лично спасал людей. Его приглашали на Первый канал, передачу Малахова. Муслим, поделишься немного этим опытом? Вот когда я его уговаривал сниматься видео, он очень стеснялся. Я ему говорю, ты же на Первом канале тебя снимали, ты уже должен быть готов, говорю, к камере. В общем, ситуация так происходила. Сошла когда лавина, рабочая страница в Инстаграме. Я выложил видео, что сошла лавина, написал, чтобы родственники связались там с родственниками, с друзьями, у кого как. Ну, вообще, чтобы на связь все вышли с друг другом. Выложил такую историю. Ну и, собственно, вот так как-то все узнали. Больше 20 человек не выходили на связь. Лавина сошла на учебный склон. И, собственно, там были поиски, копали, искали, что там, кто там. Вот. В это время, пока это все происходило, все первые каналы звонили. Просили записать там интервью, репортаж для них. В такое время, как можно что-то записывать, когда там в жизни людей каждая секунда была важна на тот момент. Как бы, ну, не до репортажев, не до съемок. Все копали, лопат мало. МЧС не могли подняться до 6 часов вечера, ну, тяжело было там. Ну, все местные ребята, в принципе, реагировали там, ну, не один я там был. В принципе, на следующий день, да, пригласили меня в Москву, поехал. Вот после того, как ты засветился на Первом канале, как-нибудь изменилась твоя жизнь? Честно говоря, нет, ну, пару раз туристы узнали меня. А так нет. Друзья, какой же это будет выпуск про Кавказскую республику без кавказской еды? Сейчас мы с вами попробуем местное национальное блюдо, которое называется хичин. Сейчас Альбина нам покажет, как правильно готовить хичины. Что, кстати, нам понадобится для этого? Для начала мы замешиваем тесто. Мы его уже приготовили. Берем вот такой кусочек теста, ставим на него начинку. Начинка — это сыр-картошка. А так у нас есть 4 вида начинки. Есть сыр-зелень, 3 сыра с мясом и сыр-картошка. Вот у вас в вашем заведении какой самый популярный заказывают? Самое популярное — это вот сыр-картошка. А так давно готовили хачины из творога или с сыром. А вам сколько лет было, когда вы первый свой хичин приготовили? Не помню, честно. Ну, нас все с детства готовят, наверное. А сыр вы какой используете? Сыр только домашний. С другим сыром будет невкусно, и вообще, в принципе, всегда только с домашним. А вы сами как часто хичин едите? Практически каждый день. Да? Да. Дома дети тоже любят и готовим. Если не каждый день, то через день точно. Ну его вроде бы не сложно, да, готовить? Не сложно, да. Сейчас будет с другой начинкой, да? Да, сейчас будет сыр-зелень. Здесь сыр, укроп и зеленый лук. Это какое мясо? Это вообще мясо говядины. Там фарш просто со специями или просто И с обычный луком. фарш? Специи и Да. лук, да? Все уже готово? Приятного аппетита. Спасибо. Кстати, вот нам чай принесли, облепиховый и горный. Вот тут прям в Домбае очень вкусный горный чай делают. Еще один хичин с мясом, да? Спасибо. За эту поездку я съел очень много хичинов. Впервые увидел сейчас, как их готовят. Давайте попробуем. Так, первый у нас с сыром. Это с картошкой.
сыр. Это самый вкусный хичин, который мы ели. Здесь? Да, реально. А я говорил. Не говорил. Говорил, когда они про них сказали, я сказал, что я вспомнил, я просто забыл про них. А тогда здесь самые бомбовые хичины, на самом деле. Да, это Муслим нас привел в это кафе, сказал, что здесь хорошо готовят. С мясом. Здесь очень сочно. Я на 150% вам рекомендую заехать сюда, попробовать эти хичины. Это самый вкусный хичин, который я ел. Реально, это уже сколько раз сюда приезжаю, мне не нравились хичины. Так, и с творогом. Посмотри, он лопается от того, что он много начинки, сочный. Это шедевр. Муслим, у тебя же по-любому есть свой какой-то рейтинг мест, куда ты любишь ходить, Да, покушать. есть некоторые Вот места. что ты скажешь про эти хичины? Здесь очень хорошие хичины, вкусно готовят. Всем рекомендую при посещении Теберды заехать в заповедник. И это место находится прямо возле заповедника. Кафе называется «У реки». Не пожалеете. Хичин вообще это такое простое в приготовлении блюдо, как бы на скорую руку. Раньше в горах были тяжелые времена, и ничего сложного, состав, что тесто, сами видели, картошка, сыр, мясо. Все на скорую руку готовилось, перекусили. Хичин, айран – это стандартная как бы еда карачаевцев. Да. Какое еще есть у вас национальное блюдо? Лично я люблю сухта. Есть такое блюдо сухта. Очень вкусное. Тоже рекомендую всем попробовать. Не буду говорить, из чего оно готовится, а то многие, наверное, не захотят даже пробовать. Вот. Но оно очень вкусное. Сухта? Сухта называется, да. Ну все, я попробую в ближайшем времени, когда увижу. Я думаю, тебе понравится. Только на третий день у нас получилось застать вот такую солнечную погоду. Сегодня мы решили остановиться в Домбае, переехали из Теберды. Будем жить в ближайшие дни вот в этом отеле. Он называется Cosmos Selection. Это первый 5-звездочный сетевой отель в Домбае с очень крутыми номерами, с видами на весь Домбай и горы, с шикарным рестораном и своим собственным спа-центром, в котором можно расслабиться после дня катания на горе. Если вы решите остановиться в Домбае, я вам настоятельно рекомендую этот отель. Он просто супер. У нас сейчас будет трансфер с отеля прямо до канатной дороги. Обратно они тоже забирают, так что можно машину здесь оставить и полностью расслабиться и отдыхать на курорте. Видите, здесь какая огромная очередь с утра, особенно в хорошую погоду, всегда на горнолыжках так бывает. Большая очередь за скипасами на кассах. Сейчас там наверху будет большая очередь на канатку. Но у нас в отеле Космос скипас включен в стоимость номера. Мы сейчас без очереди возьмем себе скипас в отдельном окне. Друзья, вот актуальные цены на скипасы на 27 февраля 2025 года. Домбай – один из самых известных горнолыжных курортов России. Он расположен на высоте 1630 метров, в живописной долине, окруженной величественными кавказскими вершинами. Курорт предлагает трассы для всех уровней, от новичков до опытных райдеров. Здесь работают современные подъемники, а благодаря мягкому климату сезон длится с ноября до мая. Но Домбай – это не только про катание. Здесь можно насладиться потрясающими видами и прочувствовать особую атмосферу этого места в любое время года. Недаром его называют Кавказской Швейцарией. Мы сейчас находимся на высоте 3000 метров. Второй подъемник в Домбае. Отсюда сейчас спустимся до летающей тарелки и пообедаем там. Наш инструктор Муслим уже здесь. Алейкум салам, как? Алхамдулилля, нормально. Вы чё? Мы наготове. Наготове? Мы тоже наготове. Начнем спуск с 3000 метров.
Еще один рабочий день Муслима. Посмотрим, как он проведет этот день. Сегодня у меня один ученик ребенок будет. Поучим ребеночка, а потом покатаемся с вами. Отличный план. Парень только что проехал на лыжах, которые были распространены на Кавказе раньше. Вот еще один едет. Вот наши братья из Дагестана. У них, вот смотрите, какое интересное приспособление. Это что такое, брат? Это, брат, древние дагестанские лыжи. У них название есть? Древние лыжи, да? Только дагестанские. Да? Давай снимем, как ты на них гоняешь. Сколько нужно на них кататься, чтобы научиться вот так вот? Не могу сказать, но вот здесь катаемся. Но за 3-4 дня, чем за всю нашу жизнь, за 3-4 дня мы вот намного больше научились. Да? Научились начать. Ассаламу алейкум. А у него чуть потолще. Ему чуть адреналина не хватает, поэтому... Вот так, друзья, на горнушке не обязательно кататься на лыжах или сноуборде. Братья из Дагестана показали, как надо. Делай домик, носочки вместе, пяточки врозь, делай, пяточки широко врозь. Вот так, пяточки врозь. Вот так, вот, держи, нет, палочку вот так держи, палочку вот так возьми в себя. Это вот только начало. Первый спуск, потом покажем, что получилось. Давай, шире ножки, шире ножки, шире, молодец. Вот, шире домик, так. Шире домик. У нас небольшой пит-стоп в кафе на вершине горы. Взяли чайку горного, хичины. Муслим, Ай, брат. вот я думаю, многим зрителям интересно будет. Ты в качестве инструктора за эти 2 дня сколько поднял, можешь сказать? Надо вспомнить, а вчера я с кем работал? Вчера, по-моему, ты дома сидел, да? Вчера я дома был. Позавчера. Позавчера 12. Ну а сегодня что, я полчасика поработал. 4 рубля. Да, ну с ребеночком единственное, всегда с детьми потяжелее работать. Поэтому с детьми подороже идет обучение. Мы сейчас на знаменитой локации на вершине горы. Это вот эта летающая тарелка, которая 50 лет назад прилетела здесь, приземлилась и вот так и осталась на этом месте. Это отель, в котором можно переночевать. Вот. Там внутри даже видно, что вот выглядывают те, кто прилетели на ней. Очень крутые фотографии, видео получается возле нее. Тарелку подарил президент Финляндии в 1969 году. Подарил ее Домбае в СССР. В России всего 2 таких. В Крыму одна, другая в Краснодаре. Ну, 3 получается. Там внизу, друзья, посмотрите, виднеется поселок Домбай. Вид сверху просто потрясающий. А вот за этой горой уже находится Красная Поляна, Сочи. Говорят, что сейчас какой-то проект разработки, чтобы соединить эти горнолыжные курорты. Домбай – это место, которое невозможно не полюбить. Великолепные горы, свежий воздух, теплая атмосфера и гостеприимные люди делают его по-настоящему особенным. Проведя здесь несколько дней, мы увидели, как живут карачаевцы, попробовали национальную кухню, открыли новые уголки этого удивительного края. Конечно, отлично покатались. Если вы еще не были в Домбае, обязательно приезжайте, ведь это одно из тех мест, куда хочется возвращаться снова и снова. Спасибо тебе большое, что познакомил нас с вашим прекрасным краем. Честно, я сколько сюда приезжаю, я просто катался на горе и уезжал. А ты нам показал, познакомил с столько интересными людьми, показал, кто такие карачаевцы. Спасибо тебе большое.
Приезжайте летом, покажу еще больше мест красивых. Моя тетя узнала, что приехали гости, попросила вам передать гостинцы. Так, горный чай, собранный здесь, в наших окрестностях, в горах. Горный чай очень полезный, иммунный, поднимает иммунитет. И балхам. Балхам это старинный кавказский рецепт. Как бы от бронхита, пневмонии, в основном астма, туберкулез, кто страдает такие. Ну и просто для поднятия иммунитета. Ты не болеешь, можно это понимать? Конечно, она поднимет тебе иммунитет. Тут в составе сосновая пыльца, живица. Натуральный, 100% натуральный продукт. Живица, сосна. Топленое масло. Топленое масло, мед. Да. Интересно. По желанию могут добавить тмин, ну и так далее. Я хочу посмотреть, я это не слышал такое слово. Вот, очень полезная Спасибо штука, большое. Да. Если кому интересно, можете заказать, там, у меня тетя занимается этим. Да, друзья, кстати, если вы захотите приехать сюда и познакомиться с окрестностями, организовать какой-то тур или с инструктором позаниматься на горе, или купить вот это вот, балхам классический. Есть, видимо, разные, да? Да, есть разный состав, да. В общем, обращайтесь к Муслему, все контакты будут в описании. Он как бы вам все покажет, расскажет, все организует. Все, братья, вам хорошей дороги. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, брат. Пока. Приезжайте. Я пешком в Чечню пошел, говорит. Отцу, брат, если нужно будет, там еще, отец пусть кушает, брат. Прям если, есть проблема, он значительно себя легче будет чувствовать. Спасибо.